Мы уже показывали, как создать свой собственный VPN с помощью Outline. Сегодня мы разберемся с еще одним проверенным решением – Amnesia VPN. На нашем канале было видео об этом, но прошло уже немало времени и технологии не стоят на месте. Пора обновить информацию и посмотреть, как работает сервис сейчас. Стоит сразу сказать, что амнезия — это полная открытость. Код лежит на GitHub, любой может посмотреть, что там внутри. По сути, этот проект может закрыть потребности VPN для тех, кто готов платить за проверенный инструмент, не заморачиваясь лишними действиями, для желающих получить бесплатное решение и тех, кто хочет сделать свой собственный VPN. Преимущества последнего варианта очевидны. Данные остаются на вашем сервере. Вы сами управляете всеми процессами и можете раздавать ключи своим знакомым. Сейчас проект включает в себя 3 решения. Первое — это платный VPN. Второе — бесплатная версия. Правда, с компромиссом в том, что доступ к YouTube и другим стриминговым сервисам обеспечен не будет. Увы. И, собственно, возможность создать VPN на своем сервере, на чем и хотелось бы остановиться подробнее. Amnesia доступна для Windows, macOS, Linux и для мобильных устройств. Выбираем то, что подходит именно вам, скачиваем и устанавливаем. Открываем программу, и нас встречает вот такое главное меню. Вверху окно, в которое нужно будет вставить ключ, если вам его кто-нибудь пришлет. Готовые решения, подключение на своем сервере и возможности восстановить из бэкапа, а также загрузить файл конфигурации. Останавливаемся на Self-Hosted. Для этого нам понадобится IP-адрес сервера, пароль и логин. Где теперь его взять, если его у вас нет? Amnesia подскажет, но это больше как информация, а не рекомендация. К выбору сервиса нужно подходить тщательно, учитывать расположение и юрисдикцию, репутацию компании. Особенно это касается провайдеров из стран с жестким интернет-контролем. Важны стоимость и характеристики сервиса, ну и способы оплаты. Далеко не все работают с российскими картами. Не обязательно выбирать то, что представлено на сайте. Я не буду рекомендовать хостинг провайдера, видео не про это, просто покажу на примере одного из. Смотрим на предложения. Могут быть как готовые пакеты, так и конструкторы, где вы выбираете характеристики сервера. Обращаем внимание на операционную систему. Рекомендуемо Linux, подходит Ubuntu или Debian 11. Оперативная память от 1 гигабайта, лучше 2. Все требования описаны на сайте Amnesia. Также можно выбрать страну расположения сервера. Это важно для того, к каким сайтам вы хотите получить доступ. Обращаем внимание на продолжительность подписки, и все. Теперь можно переходить к оплате. Процесс запуска сервера занимает какое-то время. После оплаты, как правило, нужно будет подождать 5-10 минут в зависимости от провайдера. И потом на почту вам придут необходимый логин и пароль для входа. Возвращаемся в приложение Amnesia. Теперь у нас есть все данные, чтобы подключиться. Вводим адрес, логин всегда root по умолчанию, копируем и вставляем пароль из почты. Теперь следующий шаг — выбрать протокол. Автоматически, по умолчанию должен установиться Amnesia WG, специальный протокол от Amnesia, основанный на WireGuard. Можно выбрать вручную. Здесь, если вы столкнулись с блокировками, можно подобрать тот, который будет рабочим. Главные преимущества каждого описаны тут же. Я выберу автоматически и жмем «Установить». Пишет, что обычно процесс занимает 5 минут. В случае ошибки можно просто нажать на нее и перейти на мануал по исправлению. Установлено, ну и все. Теперь просто нажимаем «Подключиться» и пользуемся. Какие есть возможности? Заходим в настройки сервера. Можно поменять протокол в любое время, не проходя все шаги. Есть дополнительные сервисы от Amnesia и менеджмент самого сервера. Перегрузить или удалить. Ну или переименовать тоже можно. Теперь как поделиться с кем-нибудь? Открываем специальное меню. Во вкладке «Пользователи» будет представлена вся информация. Пока тут пусто. В меню подключения можно выбрать, на какой сервер вы приглашаете. Их может быть несколько. Протокол также, ну и, собственно, формат. Либо для этого приложения, либо оригинальный формат Amnesia WG. Все, жмем «Поделиться» и далее 3 возможности. Первая — скачать файл конфигурации. Вторая — скопировать ключ и отправить его. Или же третья — отсканировать QR-код. Если вам пришел ключ, на главной странице приложения его и вставляем в специальное окно. Все, добавили пользователей, можно теперь ими управлять. Видеть статистику его посещений, переименовывать и удалять.
Если поделиться ключом через точки в верхнем правом углу, то тогда вы поделитесь еще и правами админа. Это значит, что пользователь сможет сам делиться ключами. Но к этому подходим осознанно. Механика далее точно такая же, как и в предыдущем меню. Ну и в завершении общие настройки приложения. Можно управлять настройками соединения, включить или отключить kill switch, чтобы весь трафик проходил через VPN или не проходил. Поменять язык, например, сделать бэкап конфигурации. И да, можно добавлять несколько серверов. Например, вот бесплатный готовый VPN или свой на другом сервере. Между ними легко можно переключаться из главного меню. Амнезия — это интересный инструмент для тех, кто хочет больше контроля над своей приватностью. Она дает вам собственный VPN и при этом остается относительно простой в использовании. Еще один факт в пользу этого решения — создатели стараются оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное — оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.